Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж пекарни. Пекарня Патрика. Как вы видите, он немножко грустный, потому что он, в принципе, натрудился, наготовился. Пока вас не было, я немножко его подкачала. Мы напекли кучу хлеба. Не пирогов, а хлеба как раз-таки. Я прокачивала его на хлебе, потому что у нас еще не выросли толком растения, и поэтому много чего мы не можем еще приготовить. Но все-таки на уровень выше он стал, и оказывается... В принципе, прокачка уровня это долго, сложно и, в общем, нам еще много работы предстоит до того, как дойти до 10 уровня. И, в принципе, в этой серии я постараюсь все-таки развить немножко его отношения, потому что, я думаю, уже пора. И еще что хочу, ну, развивать пекарню, понятное дело, и пока не будет, в общем, у него выходных, у него вроде как по статусу положено, но, в общем, он еще слишком мало зарабатывает, чтобы он мог себе позволить выходной. Так что будем свидания и смотрины проводить все в пекарне. И, насколько я помню, да, у нас сейчас вечер, у него всего $1, у него тут все печально. Вот в этом проблема, искать детали. Вот выбросить мусор, он не может никуда выбросить. Нам нужен этот контейнер, а у нас его нет. Мусорный бак на улице. Он стоит целых $200. Ой, 7 миллионов, 7 миллионов. Кстати, он, по-моему, да, он накопил на новую плиту, но, по-моему, еще не совсем накопил, сейчас посмотрим. Итого, новая плита, которая бы отличалась от вот этой достаточно сильно своим качеством, стоит в разы дороже, там больше 3000, но которая бы реально давала какой-то нам смысл, поэтому я купила ему только бак, и я забыла посмотреть, сколько уличный туалет стоит, а то у нас вот эта штуковина стоит до сих пор. И пока нет денег, чтобы поставить обычный туалет, ну почисть, пожалуйста, ты же только что чистил, и можешь выбросить мусор, наконец. Давайте. Ну и что ты стоишь? У нас тут, кстати, торговля полным ходом идет. У нас тут, по-моему, кучу хлеба. Давайте посмотрим вообще, что у нас есть. У нас она пекарня открыта уже 12 часов. Обалдеть. Так, вот это, как обычно, он оставляет тарелочку с собой. Не знаю, поел, не поел. Вот видите, 4 хлеба у нас. Великолепно, великолепно. Весь хлеб великолепно. Один нормальный. У нас тут на самом деле много чего есть. Киш со шпинатом и грибами. Я так хочу приготовить этот киш, но не могу, потому что у нас нету ничего для него. Так. Мы тут так активно занимались прокачкой навыков, что забыли про садик. Как видите, он тут подзарос. Нужно, в общем, с этим что-то сделать. Так, прополоть, изучить. Ну, пропали хотя бы. У нас же есть что-то здесь? Удобрить, способствовать росту. Как? Ну, давайте способствуем росту. Магия. Давайте. А что тут еще блестит? Больше ничего не блестит, да? Падает белкой в сердце. Ага. Ну, я, конечно, рада, но только у нас ничего нету, да? Как-то вообще печально все с садиком. Хотя уже, что у нас? Уже лето. Вроде должно быть уже все. А у нас лето уже приходит вообще к концу. О, купила лимонное печенье. Спасибо тебе большое. Что, серьезно? Мы только поставили бак. Мы только поставили бак. Ну что за люди вообще, а? Ну что это за... Она покупательница хотя бы, а? Ну-ка, стоять. Она покупательница, ну пусть хотя бы что-то купит. Ну что это такое вообще? Приходят тут, хлопают дверями, понимаете? Она тоже пошла? Серьезно? Она тоже хочет пнуть наш новый? Нет, она просто... Слушайте. Приличная женщина. Спасибо тебе большое, покупательница наша. Угу. Ну, схватись, пожалуйста. Вот, все, мы выкинули мусор, все немножечко лучше. Ага, удобрить. Он же сам по себе перестает потом пахнуть в какой-то момент. Так, давайте посмотрим. У нас уже достаточно много времени, но надо посмотреть, кто сколько... Может, тут кто-то уже, в принципе, готов покупать. Но надо немножко его дожать. Любит общаться. Покупатель, покупательница. Давайте с ними пообщаемся. Дожмем, если что, этих покупателей. Уже вы можете спать, потому что уже время. Надо, конечно, расширять нашу пекарню, просто аж учить. Потому что очень им тесно всем. Что-то не понравилось, кому-то что-то. Ну,
Что поделать? Покупать. Сердитая. Сердитая женщина. Ну не общайся с ней, раз она сердитая. Ответь на вопросы других покупателей. Слушайте, правда, наверное, надо хотя бы на клеточку расширить нашу пекарню, потому что ему очень тесно. Тем более, что у нас вроде деньги есть, это будет не так супер дорого. Слушайте, ну они все еще далеки от покупки, очень далеки. Если он сейчас ничего не купит, мы закрываемся. Давайте. И он ничего не купил. Все, мы закрываемся. Итак, доброе утро. Возвращаемся в пекарню. Вчера мы ее закрыли, потому что у нас никто уже ничего не хотел покупать. Я решила не мучить Патрика и закрыть пекарню, потому что даже если ее оставляешь на ночь, в общем, ничего хорошего не получается. Ну, в смысле того, что мало кто покупает, нету какого-то такого супер-пупер прихода за ночь. Если вы оставляете там на 20 часов открытой пекарню, сильно доход не увеличивается, к сожалению. Так вот, Патрик поспал, привел себя в порядок. Ну вот, как раз-таки приводит себя в порядок, кушает. Сейчас он помоется, сходит в туалет. Конечно же, спрячет опять в себя грязную тарелочку, которая у нас уже тут накопилась, да? Он же тут хочет. Так, перестань слушать. Иди мойся. Тебе надо открывать пекарню, между прочим. Уже прям очень надо. Давайте откроем пекарню. И я же хотела, во-первых, открыть магазин. Во-вторых, показать вам. Смотрите, что я сделала. У нас хватило денег на вот это. То есть я на 2 клеточки целых увеличила наш магазин, и мне хватило денег на новую эту штуку. Классно я сказала. Ну, в смысле, витрину, открытую витрину. Единственное, что она, конечно же, будет... Надо будет подходить. Так, отключить эмоциональную... Нет, включаю. У нас включено. Надо будет подходить и прям отоваривать людей. Ну ничего, я думаю, может, как-то это разнообразит. И нам надо что-то для нее приготовить, на самом деле. Для того, чтобы у нас было что продавать. У нас тут что? У нас тут ничего нет. Ну что это такое? Все осень. Вот это что? Вот что это? Весна. Отлично. Зеленый горошек. Весна. А здесь что? Тоже зима, весна. Я считаю идеальным у нас сад, который вообще ничего не приносит. Идеально. Еще у нас вечер в городе, нам надо пойти бесплатные напитки. Но мы не можем себе этого позволить. Так, давайте посмотрим, что вообще мы можем испечь. Мы ничего не можем испечь, потому что у нас нет денег, нам надо перевести хотя бы 100 симоленов. Давайте. 100. Переведи средства. Насколько я помню, туда лучше все-таки ложить большими такими, ну, как раз не по одной штучке. Так, что у нас тут вообще? Помадка. Помадка морковный. Вот морковный торт хочется приготовить. Но нет у нас морковки. Не выросла она еще, блин. Лимонное печенье. Так, вот давайте. Ну, что принесет, потом лимонное печенье еще. Давайте приготовить. Ты приготовишь, правда? Печь. И фруктовый пирог. И поставим. Посмотрим, как оно будет продаваться. Лучше, хуже. Так, я же помадку, да? Теперь лимонный. Лимона у нас-то точно есть. Так, запускаемся. Ты готовь. А здесь мы ждем посетителей. Давайте-ка. Ну-ка, все вместе вы загляните к нам. Вот, идут. Пришли. Все, пришли. И кто вы? Зевака. И зевака. Идеально. Идеальное начало дня. Так, ты кто ты у нас? Ты у нас зевака. Да ладно, серьезно? Вы все зеваки? А это что, ты пришла и ушла? Куда ты собралась? Куда она? Она уж просто ушла, да? Серьезно? Она просто зашла и ушла. Я даже не успела посмотреть на покупателя или кто должна была быть. Ну ладно. Какая-то модная женщина с татуировочкой. Так, ты кто? Ты покупатель. Наконец-то. Наконец-то у нас первый покупатель. Так. А что это нам подбрасывает мусор? Я не поняла. Кто нам подбрасывает мусор? Зачем? Откуда она вообще появилась? Так, давайте на продажу. Правильно? Так же надо ставить. И сюда ставим, да? Нет, не надо снимать с продажи. Как? Ну, они же тут будут покупать, правильно? Вроде бы. Должны. Посмотрим. Я вообще не помню или даже вообще не знаю, на самом деле, как работает
Вот эта витрина. Я знаю, как холодильники работают хорошо, а вот как витрина вообще не особо что-то понимаю. Так, у нас лето. Думаю, что все такие раздетые? Так, покупательница, хорошо. А это издевака у нас. Это покупатель, хорошо. А что они все скопились? Все втроем на одно печенье смотрят, на одну помадку. И что? Так, у нас еще вот. И давайте еще все-таки фруктовый пирог. Ну, ты сначала сходи в туалет, а то у тебя что-то... Так, украсить. Ладно, пока не будем украшать, это слишком дорого. Целых 10 симоленов, это дороговато. На продажу. Вот. Все, ну, у нас на продажу. Хочет узнать... Нет, я не могу, чтобы ты пришел в гости. У нас, между прочим, сейчас будут свои гости. А ты типа сходил в туалет? Ты только что сильно хотел в туалет. Как это вообще называется? Я хотел в туалет, но не хотел в туалет на самом деле. Так, давайте фруктовый пирог еще. Я, кстати, очень люблю. Он так выглядит всегда хорошо здесь. Мне все время тоже хочется фруктового пирога. Так. Ага, ты прошел через тумбу. Идеально. Люблю я такие моменты. Отлично, она сломалась вывеска. Починить. Ух ты, заменить ее. Серьезно. Так, давай. Я думаю, что он до нее не долезет. Или долезет. Что ты вообще стоишь? Я не поняла. Как-то ты должен вообще-то двигаться в сторону того, чтобы, ну, например, готовить. Я, наверное, тебя послала готовить. Выключи наушники, они тебя, по-моему, отвлекают. Все. Луковую плюшку за 20. Ну, нормально. Так, ну что, они тусуются возле этой штуки. Посмотрим. А ты у нас так ничего и не купил, да? Да, у нас есть туалет, между прочим. Нам надо, конечно, купить новый туалет. В смысле, этот внешний. Наверное, единственное, что нас спасет. Так, слушайте, вот до 6 уровня мы так долго шли просто. Я думала, что я уже испеку все возможные эти хлеба. А вот после 6 как-то все отлично пошло. Ну почему так, а? Или он сильно вдохновленный из-за того, что... Так, ну чего, все, ты испек. Так, ставим сюда. Ну, давай. Выставляем на продажу. Хорошо. И сейчас надо посмотреть... О, как они синхронно закрыли холодильник. Ты сможешь что-то достать, да? Да, серьезно. Круто. Давай, почини, пожалуйста. Так, хорошо. Все, починил. У нас еще и детали есть, круто. Так, здесь у нас что-то нужно. Способствовать росту, удобрить. Ничего здесь не нужно, короче, какой-то беспонтовый сад у нас. Убираем это все. Ничего нам не надо. Так, давайте-ка вызовем себе кого-нибудь пообщаться. Вот у нас раз барышня. Ну у нас подросток нет. Вот рыженькая барышня. Где-то у нас еще была. Загрузитесь, пожалуйста. Вот этот товарищ похож на Эллен Дедженерис, если честно. Так, голубоволосые. Приметный новичок. Вот это она у нас, между прочим, опрокинула бачок. Так что нет. Так, мужчина. Ну где эта барышня? Слушайте, они так... их так много уже. Так, со многими познакомились. Так, она у нас в браке. Она нас не интересует. Нет. Не то. Тоже в браке. Так, я не помню. Одни мужчины. Тут одни старички. Что это такое? Почему-то про мужчин про всех знаю, кто в браке, а кто не в браке. Интересно, выборочно так. Так, в браке тоже нет. Вот про женщину знаю. Вот это, по-моему, да? Она в браке? Серьезно? Может, не она? Так, молодая. Все? Да? Серьезно, мы закончили? Ну, короче, она в браке, так что не будем разрушать ее брак. Нет, это тоже в браке. Что, нету молодых красивых? Одиноких? Вот, молодая. Он любит рыжих, вроде бы. Так что давайте искать рыжую незамужнюю. Вот это. Она, блин, подросток. А вот это мне не нравится. Хотя, может быть, в этом что-то есть. Так.
Пригласи-ка на свой участок, посмотрим, как у него пойдут дела. Потому что я заметила, не со всеми можно выстроить отношения, как бы ты ни старался. Так, помадка, хорошо, у нас купили помадку, это радует. Она вообще придет? То у нас как-то так отношения еще нет. Так вот, у нас рыжая пришла. Скоро прибудет, отлично. Эх, я не вижу ее. Ну, такое себе. Молодая, еще и покупательница. Давайте пока. Не пришла наша. У нее дискомфорт страшный. Все, не буду с ней общаться, потому что все общение будет. Невидимка пришла. С ушками. Какая интересная женщина с таким макияжем мощным. Ну, такая интересненькая женщина. Давайте говорить о снах. Давайте с чего-то начнем наше общение. Праздничное настроение поддержим. Авантюры не надо. Ну, говори про жару. Что-то надо пока такое отстраненное. Узнать лучше. А на облака мы не будем смотреть, что там только какая-то посменность. Так, узнать, как прошел день. Все. Ну, давайте посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Мужчина с тонкими ногами. Очень тонкими ногами. Так, ну давайте. Она с кем-то начала другим общаться, да? Он общается с покупательницей, которая еще вообще не готова покупать. У нее еще дискомфорт. Давай общайся со своей женщиной. Вам бы, конечно, выйти куда-нибудь за пределы пекарни. Тут немножко много народу. Немножко перебивается все это дело. Потому что он еще общается с этой барышней. Так, ну вроде хорошо, она уверенная, он вдохновленный. Конечно, очень странно одет. Ну, ладно. Так, все наши эти... Давайте выйдем, наверное, правда, потому что это невыносимо. Идти сюда вместе. Потому что нам не дадут нормально пообщаться вместе. Может, конечно, кто-то с нами пойдет? Так, давай, выходи. И общайся с ней отдельно. И что у тебя не так? Что там написано? Сломано неоновое. Да, серьезно? Мы ж только ее чинили. Что это произошло? Так, ладно, давайте с ней общаться, жаловаться на нехватку. Чё жаловаться-то? Самокритичная шутка. Ну давай, раз ты у нас пока смущенный, это, по-моему, снижает немножко ощущение смущенности. Восторгаться, спросить о карьере, вручить подарок. Что жаловаться на все хочет? На жару, на все. Какой-то он жалобщик. Жаловаться на праздник. Ой. Давайте что-нибудь веселое. Забавную историю расскажи ей. Они же тут смогут нормально пообщаться-то, ну? Так, вроде хорошо. Смотрите, ну у них, в принципе, нормально развиваются отношения. Вот я заметила и в прошлом челлендже с старшей сестра, там мы пытались выстроить с молодым человеком, и там у нас от случая к случаю, постоянно туда-сюда, туда-сюда у них отношения вообще как-то не особо налаживалось. Мы начинаем фестиваль света, мы никуда не можем ехать, мы работаем. В общем, туда-сюда эти отношения у них гуляли. Является ли уже 40? Ну, давайте спросим, даже интересно. И, в общем, никак у них не налаживались, прям вот вообще не хотели налаживаться отношения, и я уже поняла, что просто бессмысленно это делать, и просто, ну как, перестала общаться. Будем искать другого молодого человека, потому что это бессмысленно. А вот здесь вроде нормально. Конечно, такая веселенькая, ну почему бы нет? Он весь такой идеальный, она такая немножко странненькая, но прикольная. В этом что-то есть. Она специалист по кейтингу, закусочной. Интересно, шалка, с чего вы решили? Ясно. Нет. Так, с тобой чудесно, сколько замечательных воспоминаний, а сколько еще будет, точно будет. Ух ты ж! А что это такое? А что это? А как это вообще? Давайте посмотрим. Открыть профиль персонажа. Ощущение близости после проведенного с пользой времени. Вот, отлично. Так, она работает у нас закусочным кулинаром. Слушайте, они прям созданы друг для друга. Она работает закусочной, у него своя пекарня, мне кажется, они прям... Слушайте, мне кажется, я нашла обсудить любимые рецепты.
Оказывается, у вас есть много общего. Ой, слушайте, уже загадилась наша эта штука. Ну, сейчас давайте чуть-чуть еще хотя бы с ней пообщаемся. Про облачную погоду. Ну да, потому что облачная погода. Давайте про нее поделиться, рассказать грустную историю. Не надо. Не надо опять жаловаться. Что это такое? Веселое какое-то. Пародия, покажи. Как они ее засирают, эту штуку? Она же плохо влияет, да? Какой выбор, какие? Обслужите меня, сможете совершить. Нет, все, отменяем, простите, извините. У нас тут покупочка образовалась. Обслужи покупателя, пожалуйста. А то он уйдет. А потом продолжим наше общение с удовольствием. Только помою эту штуку. Почисти, пожалуйста. И что он купит? Выгодно вообще продавать так? Так, лимонное печенье за 88, ну такое. Все лимонные печенья за 88. Ну, так себе, я вам скажу, так себе. Так, нам надо с тобой продолжить общение. У тебя вроде все хорошо. Предложить авантюру. Душевный разговор. Давай душевный разговор. Дальше, что у нас тут интересненького? Нам обсуди хорошо кухню. Невероятную историю. Ну, давайте. Уже придется продолжить здесь. Ладно уже. Вроде у них все неплохо. Давайте все-таки еще разочек выйдем, потому что неудобно здесь разговаривать. Чуть-чуть пообщайтесь еще. И все-таки выйдем. Так, а сколько мы за сегодня заработали? Ну, что-то как-то очень мало. Да, 219. Гурман. А он тоже, по-моему, гурман. Ну, слушайте, они прям вообще так подходят друг к другу. Мне такое редко бывало, что... Да, он тоже начальный вкус. Да, он тоже гурман. Круто. Да, прикольно. Я, кстати, очень редко с такими, ну, как, посторонними, по сути, персонажами выстраиваю отношения. Я обычно специально подселяю специального персонажа, специально созданного и все такое. И вот редко таких рандомных, называется искренний комплимент. И тут прям такое попадание. Так прикольно. Вообще. Так, и что мы еще можем? Обсуди мир во всем мире. Давай. Там у нас папарацци пришли, да? Поднять настроение. Так, ну давайте в конце сделаем ей полить внешний вид и спросим, есть ли пара. Потому что у нас вроде так все хорошо начинается, это вдруг у нас будет просто хорошая дружба по интересам. Так. Так, комплимент она вроде приняла, да? Да, приняла, хорошо. И самое главное, любит котиков, это я уже поняла. Кошачью мушку. И чё? Что это такое было? Они продолжили общаться, а он ее не спросил, а что-то такое. Просить присоединиться к семье уже. Обалдеть, как они быстро. Что? Задать риску. Так он спросил. Я не поняла. Так, значит, профиль персонажа открываем. Посмотрим. Ой, не туда. Бам-бам-бам. Где она? Наверное, в самом верху сейчас, нет? Нет. Где она? Вот она. И чё? Открыть профиль персонажа. Молодая, недавно. Так, ну, видимо, у нее нет никого. Непонятно. Я же не могу больше у нее спросить. Не, она нам не ответила. Может, если бы у нее была пара, наверное, там бы что-то засветилось. Так, давайте, еще один, что-то такое романтичное. Заключи ее в объятия и отправляй домой. Потому что нам надо еще с пекарней немножко разобраться. Времени уже много. Лимонное печенье, хорошо. Одно причем лимонное печенье у нас ушло за 100, а все за 88, правильно? Надо сейчас проанализировать, сколько у нас купили.
Они что-то общаются. Ну давай уже ей делай комплимент-то. Куда она ушла? Куда она? Все, она ушла? Нет? И застыла такая. Тюлинч. Какая дама. Тын. Все, у нас все отлично. Я счастлива. Так. Мы не будем пока присоединиться, но нам надо распрощаться. Как-то же можно распрощаться, да? Обнять, обсудить интересы. Просить уйти. Персонаж уже уходит. Все, прекрасно. Он хочет есть, он устал. И нам надо заглянуть как раз в панель персонажа. Панель наших покупок. Так, нет, не то. У нас, по-моему, есть что-то из еды. Чтобы посмотреть вообще, есть ли смысл в этой открытой витрине. Потому что что-то у меня такое впечатление, что никакого смысла в этой открытой витрине и нету. Так, пусть пока она еще будет открыта. Мы сегодня, конечно, не общались с персонажами. Так, это нам не надо. Вот, лимонное печенье. Лимонное печенье, это одна штука у нас была. Дрожжевой хлеб, спасибо. Это, кстати, весь дрожжевой хлеб, не по кусочку. Так, лимонное печенье одна штучка. И лимонное печенье за 88. Я даже не знаю, как с этим бороться. И что в этом есть смысл, нету смысла. Не знаю, надо подумать. Сколько мы сегодня заработали? 390. Неплохо, я считаю. Нам надо каких-нибудь этих сиденец, что ли. Так, помадку у нас купили. Слушайте, пока не буду закрываться, раз так пошла. Итак, день вчера закончился, вполне нормально. Мы заработали целых 476 миллионов. Я считаю, это очень хороший показатель, потому что до этого у нас было поменьше. Я, кстати, тут посчитала, в принципе, можно уже спокойненько на 50% ставить, потому что он уже практически дней 5, наверное, с 25% скидкой, наоборот, накруткой работает. Ой, он очень хочет в туалет. Вот эта штука, конечно, вообще, мне кажется, бессмысленная, потому что она пачкается бесконечно. В ней продукты можно ложить только вот так вот, мне кажется. Не знаю, поштучно, мне кажется, бессмысленно там класть. Продажи это не увеличивает. Но раз уж купила, буду терпеть. Ладно, может быть, что-то все-таки я найду. Кстати, я посмотрела, сколько стоит общественный туалет. В общем, самый-самый простой 1300. Так что я думаю, мы скоро сможем себе его позволить. Так, давайте сначала он помоет тогда нашу эту витрину, которую я так хотела купить, и в итоге сейчас вообще перехотела, если честно. Так, на продажу не надо. Быстро ополоснись, пожалуйста, покушай. В это время мы, наверное, уже откроем нашу пекарню. Потому что надо зарабатывать нам деньги. Тем более, что, возможно, он скоро поженится. У нас уже есть хороший кандидат на это дело. Я люблю, когда они в одежде когда они переключаются. Так, и давай-ка ты у нас переоденься. Сменить одежду. По-моему, у него второй этот комплект, который рабочий. Да, второй. Так, переоделся, хорошо. И тогда этот сад, конечно, он меня только расстраивает, если честно. Попали его хотя бы. Наверное, из-за того, что дожди были, нам не надо его поливать. Так, давайте откроем. А тут что-то как-то времени много. Так, проверим наши холодильнички. Что у нас тут происходит? Вполне нормально себе. Я считаю, что пока пополнять бессмысленно. Так, он пошел полоть. Ну что, устроим себе второе свидание-то? Она вроде сегодня выходная, насколько я помню. О, появилась внезапно покупательница. Давайте, да? У нас тут селебрити зевака. Отлично. Она тут, только... Что они все появляются внезапно? Кто? Из ниоткуда. Что это такое? Вообще, по-хорошему, сегодня бы заработать нам на туалет, поэтому давайте, наверное, сегодня займемся пекарней, а завтра мы пойдем уже на свидание. Торговля, ответить на вопросы, потому что все равно, когда я отвечаю на их вопросы, быстрее как-то это все происходит, я быстрее их добиваю до покупки. Ага, с тобой нельзя. Ты тоже у нас покупательница, но ты вроде у нас такая, которым можно вот так вот он со всеми общается какой-то, такой общительный молодой человек. Так, приветствую всех покупателей зевака. Нет, это кто? Покупательница.
Образцы совершенства. Отлично. Давай со всеми общайся. Давайте-ка вас ускорим. У нас, кстати, заодно мы очков наберем. У нас уже 230. Мы можем что-нибудь себе сделать. Какое-нибудь улучшение. Ну, там, конечно, после 500 что-то идет хорошее. Давай общайся со всеми покупательницами. У тебя что-то... Ты вроде покупательница, но у тебя как-то все низко. Что-то ты в дискомфорте. А, она в дискомфорте. А что у всех покупателей такая низкая вот эта шкала? Что они за покупатели, у которых все так плохо? А у тебя вообще не появилось, да? Я ж с тобой смог вроде пообщаться. Даже поцеловался. Давай, общайся. Тебе нужно заработать на туалет, чтобы было комфортно твоим же покупателям. Что все замолчали? Странно как-то. Ты у нас тоже покупательница, но в дискомфорте. Ты же можешь со всеми ими одновременно общаться. Почему ты этого не делаешь? Ты покупатель? Ты покупатель. Почти знаменитость. Ага, наверное, да, не сможет ничего сделать. Ну давай, общайся. Закрывать сделку еще рано. Торговля, ответить на вопросы. Давай, активнее. Грустные. Что они все какие-то? Дискомфорт, грустные. Что-то у них у всех не так. Все из-за того, что туалета, что ли, нету? Я думаю, что не из-за этого. Ну, туалет скоро... Вот от вас зависит, появится скоро туалет или нет. Вот если купите что-то достаточно на больше, чем $500, 500 миллионов, что очень вряд ли, ну, только тогда мы сможем как-то купить вам туалет. Вот, наверное, за 2 дня только удастся. Ну что, он со всеми общается? Не со всеми он общается. Есть покупательницы, которые без внимания остались. Ответь, пожалуйста, на ее вопросы и на ее вопросы. Вот, со всеми надо общаться одновременно. Ты же у нас такой красивый, обаятельный молодой человек. А тут в основном одни женщины. Ты должен их полностью обаять. Ты такой еще не сердита, ты уверенный. Давай, вталкивай им свои продукты. Ну чё, никто ничего не покупает? Ну что это такое, а? Ну что это такое? Короче, ладно, давайте вызовем на свидание нашу девушку будущую. Она еще не наша девушка. Давайте ее вызовем, потому что пригласить на свой участок уже бессмысленно. Они не покупают. Вот, она была зевакой, она купила помадку за 103. А это, кстати, помадка у нас так и лежит. Идеальная, я считаю. Да, скоро будет. Давайте уже сделаем ее сегодня своей девушкой. Блондиночка к нам пришла, уверенная такая, уверенная походка. Спасибо за покупку, можете идти. А что это, папарацци, что ли? Да, папарацци. Где наша барышня-то приглашенная? А, вот она стоит, что-то просто так стоит. Так, бросай всех, иди к ней. Хорошо, что она тут остановилась, не пошла вовнутрь. Интересно, какие у нее другие наряды? У нее все наряды с ушками? В смысле, зимние, весенние, осенние. Так, расскажи историю, сделай какого-нибудь комплиментец. Разделите восторг. А, это с кем-то надо разделить восторг. Я думала, о чем-то. Разделите восторг. Давайте комплиментец сделаем ей. Какой-нибудь дерзко заигрывать. Что, комплимент нельзя? Вот, хвалить внешний вид. Не надо сильно дерзко что-то делать. Надо медленно и спокойно. Потом что-нибудь дружелюбное насчет готовки. Вот, обсуди хорошую кухню. А что он все убирается? Я не поняла. Я тут стратегии выстраивала, но все как-то... Эй, ну что это такое? А чё они начали общаться? Я не поняла. Эй, это моя девушка. Ну, будет моей девушкой. Что это такое? Что это за нападение? Что происходит? А что это вы тут делаете? А чё она ушла? Что вообще происходит? Почему так происходит? Я ничего не понимаю. Ну, что-то неактивно вообще стало. Так, прекрати со всеми общаться. Только с ней должен общаться. Она ушла. Серьезно, она ушла? Она просто пришла, пообщалась с другим чуваком и ушла? Так, это что-то не то.
Так не бывает. Давайте ей... Поболтайте с ней, да. Я считаю идеальным. Позвоните ей. Да перестань с ним общаться. Ты вообще-то с девушкой должен был общаться. Он тем более еще и не покупатель. Нафига ты с ним общаешься? Ну что это такое? Что это за непослушный Сим? Перестань с ним общаться. Ну что это они прям схлестнулись, а смотрите, не могут оторваться друг от друга. Что-то пошло не так. Давай позвони своей девушке. Она должна стать сегодня твоей девушкой. Ты можешь с ней только поболтать. Вот ты хочешь болтать только с ним, да? Ну и ладно. Окей. Раз ты такой вредный, окей. Иди что-нибудь готов, в общем. Просто испеки что-нибудь, потому что это невыносимо. Ты какой-то очень странный товарищ. Дрожжевой хлеб. Ну, надо, конечно, бы эту генератор с этих, как их, кексиков сделать, в общем. Обычные плюшки давай уже. У нас ни лука нет, ничего. Ладно. Какая-то странная, непонятная нота. Завершаем. Он такой довольный от общения с этим молодым человеком. Меня это немножко пугает и напрягает. Девушка его ушла, он с ним общался, с ней не пообщался, она почему-то развернулась, ушла, тоже с ним пообщалась, с этим молодым человеком, с ним не пообщалась. В общем, какая-то странная ситуация. В нашей пекарне вообще ничего не продается, в общем, как-то грустнее получается. Мне это не особо нравится, но я надеюсь, я исправлю эту ситуацию в следующей серии, так что подписывайтесь, ставьте лайки, до следующих серий. Пока-пока.